Привет, друзья! Сейчас мы поговорим о перегреве двигателя. То есть у нас случился такой казус во время катания. У нас закипел двигатель на 650-м Outlander. Ни с того ни с сего упали обороты, замигал чек. Соответственно, мы сразу же заглушили двигатель. Поняли, что дело в радиаторе, что он закипел, вентилятор работал. Какое-то время мы постояли, включили зажигание, вентилятор перестал работать, чек погас. Но это все равно не выход из положения. Соответственно, мы доехали до дома, благо нам недалеко было ехать. Поставили Outlander, посмотрели, как всегда бывает, первое предположение, это порвалась прокладка и масло превратилось в эмульсию. То есть каким образом оно превращается в эмульсию, это рвется прокладка системы охлаждения, и в картер попадает антифриз. Открутили пробку, уровень масла тот, который должен быть. Масло чистое, не эмульсия. Полезли дальше. Открыли пробку радиатора. Уровень жидкости был в норме. Следовательно, мы начали думать, завели квадроцикл и ждали, когда он нагреется. Квадроцикл работал, нагревался в течение 20 минут примерно. И когда антифриз начал закипать, мы решили добавить газу, то есть обороты, посмотреть, что же будет происходить, если добавлять обороты при открытой крышке. Добавляем обороты, жидкость поднимается, опускается. Но это норма для квадроцикла. Когда он поработал немного еще, жидкость начала вытекать. Заглушили квадроцикл, долили жидкости, опять завели. Жидкость разогрелась, но уже у нас была вставлена воронка. То есть залили полный радиатор антифриза, вставили воронку и смотрели, что же будет происходить. В момент нажатия курка газа уровень в радиаторе резко повышается. Следовательно, предположение о том, что образовалась микротрещина в прокладке, и картерные газы образуются в системе охлаждения, и тем самым за счет воздуха, который попадает в шланги, система начинает циркулировать неравномерно, и тем самым перегревается двигатель, и в конечном счете он заклинит. Значит, наши предположения были, что появилась микротрещина. Но мы, конечно же, оперативно купили прокладки, не оригинальные, тайваньские прокладки, которые подходят для нескольких моделей квадроциклов Bombardier. Это старая прокладка. Значит, сняли пластиковую крышку,
прокладка резиновая в ней. Затем мы сняли датчики, слили антифриз. То есть разобрали полностью все элементы. Не вытаскивая двигатель, мы только сняли пластик. Сняли шланг топливной системы, открутили инжектор, сняли кожух воздушного фильтра. Далее приступили к съему верхней головки. Сняли верхнюю головку, и что мы там увидели? Мы увидели, что прокладка, то есть вот эта часть, вся прокладки, она должна быть в покрытии в черном. То есть примерно вот таком, это старая прокладка, вот такое покрытие должно быть резиновое. Прокладка довольно-таки прочная, она состоит из 3 частей, то есть 3 прокладок. Рвануть она, ну это, наверное, надо постараться, чтобы она рванула. Она не могла. Но что мы увидели при снятии данной прокладки? Мы увидели, что она отслоилась. И вот эти вот ошметки забили полностью систему охлаждения. То есть при нажатии газа давление повышается, и эти ошметки перекрывали пазы. Тем самым двигатель перегревался, потому что жидкость не циркулировала. Мы сняли прокладки, поставили новые, и после того, как мы все собрали, завели, двигатель заработал исправно. Хотя, когда мы позвонили нашим товарищам, также в сервисы, нам сказали, что это трещины в голове, это двигатель нужно разбирать, снимать. То есть сумасшедшие какие-то деньги за банальный ремонт. Но обошлось все в 6000 рублей. И то нам половина прокладок не понадобилась. То есть нам понадобились только 2 вот такие черные прокладки. Соответственно, поменяли прокладки, все заработало. Поэтому, если у вас произошла такая же ситуация, не спешите отчаиваться, продавать, утилизировать и готовиться к сумасшедшему ремонту. Все достаточно просто. Соответственно, когда вы обратно поставите все части, вы должны выкрутить вот эти 2 болтика. Вот этот один болтик, и на другой стороне еще один болтик. Вот здесь находится. То есть это на 2 цилиндрах 2 болтика системы охлаждения. И заливать в радиатор жидкость до того момента, пока у вас не польются из этих болтиков, не польется жидкость из этих болтиков. То есть только тогда у вас система заполнилась. Но также вы на холодную заводите двигатель, даете ему поработать, и увидите, как у вас будет падать уровень жидкости в радиаторе, и доливаете жидкость до того момента, пока она не устаканится. То есть пока не будет нормы на холостом ходу. Соответственно, когда нажимаете на газ, у вас жидкость должна не подниматься, а наоборот уходить. Закручиваете пробку и смотрите, изменилось ли что-то у вас, греется двигатель или не греется. И тем самым уже понимаете, решена у вас проблема или нет. Обязательно не забывайте вот про эти 2 болтика. Также вы можете еще дополнительно понажимать
на шланге, чтобы быстрее вышел воздух, потому что если у вас будет завоздушена система, также она может перегреваться. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и будете узнавать новую информацию по ремонту квадроциклов и мототехники.